Дневник дизайнера. Сегодня у нас 7-я серия, а также большая-большая задача, которую мы сегодня должны обязательно выполнить. Я очень на это надеюсь. А именно, это восстановление репутации нашей Ханны, потому что в прошлых сериях, точнее, в прошлой серии, в 2 заказах у нас произошел конфуз, расстройство, провал. Ну, в общем, это можно расценивать по-разному, но, по сути, мы потеряли часть репутации, она у нас теперь просто хорошая, а была идеальная, и я хочу все-таки восстановить. Я хочу дальше продвигаться по служебной лестнице, потому что, понятное дело, что без хорошей репутации мы не сможем этого сделать. Вот, поэтому мы взяли очень простой заказ. У нас ремонт в кухне, и, как видите, мы находимся на острове. Ох, как красиво у нас. Это кусочек крыши, наверное. Сейчас мы посмотрим, куда мы приехали. Но, в общем, наша Ханна сегодня будет заниматься, ну, в принципе, большим ремонтом. У нас хорошая сумма, 6000 бюджета. Ой, нет, стоп. Хорошая сумма бюджета. У нас определенная комната, и нам нужно все-таки постараться, вот честно, вложить всю душу в этот ремонт. Надо смотреть на дождик. Да, у нас, кстати, тут дождик. Сейчас мы посмотрим, смотрите, какой у нас красивый домик, интересный такой, у которого нет окон. Интересненько. В этом что-то есть. Главное, чтобы у них была кухня. Это наше главное условие. Так что давайте не будем затягивать. А где вход? Вот здесь? Купальник, я не поняла. А что это такое? Это курица? Серьезно? У нас вроде нет дополнения фермы, но у нас есть курица. Интересненько. Почему она переоделась? Напряженно из-за мышей. У нас в квартире мыши, тараканы и все прочие. Вот, надо будет, на самом деле, после вот этой серии, она, я надеюсь, заработает денежку, переехать, потому что это уже невыносимо, это все смотреть. Так, заходите. Так, смотрим. И вот это все кухня, и все, серьезно. Посмотрите на эту шикарную гигантскую кухню. Отлично. Да, у них, кстати, очень маленький домик. Получается, здесь он без окон, без дверей. Ну, точнее, только с дверью. И вот эти штуки. Как-то очень странно. И да, вот детская тут посередине такая стоит. Одинокая кроватка. И все, больше ничего. Да, у них очень маленький, такой странненький домик. Ну, и как бы, если им нравится, то, пожалуйста. Видимо, им нравится. В общем, мы что-то вот здесь должны построить, на этом месте. А мы не должны отделять же ничего. А как тут, блин, отделишь? Тут все такое крошечное. Ну ладно. Это же клиент. Ну давайте с ним уже начинаем знакомиться. Мне просто чисто интересно. Или тут все в купальнике? У этого нос намазан. Ты будешь с ним знакомиться или нет? Это что так? Это она познакомилась. Так, хорошо, давайте искать других представителей этой... Они здесь почему-то в песочке копаются. Отлично. Получается, мама, папа, вот малышка и там подросток, да? Ну, в общем, будем сейчас как-то общаться и выяснять, что же они хотят, потому что нам нужно сегодня прям поразить их. Прям вот. А еще опять я хочу у вас попросить разрешение на презентацию без презентации, короче, сразу получить вердикт, потому что я после наших последних вот этих всех провалов, я что-то так нервничаю, так расстроилась, и вообще что-то как-то... Нет настроения ждать и смотреть на их реакцию. Мне хочется побыстрее узнать, что... А чё она губёшку так выпятила? Он такой... Ты будешь вообще с ними знакомиться или нет? Где ты там идешь, не идешь? А еще мне тут в комментариях как бы сказали о том, что вообще-то можно найти иконки нажимать в режиме строительства, и ты увидишь все предметы, которые подходят под это все дело. А я-то, балда, сама искала, там что-то придумала, выдумывала. И я сегодня это попробую. Я думаю, что это работает. Я еще не попробовала с тех пор, как мне сообщили. И как бы я думаю, что это сильно облегчит мне жизнь, потому что мне кажется, что последний провал как раз-таки отчасти произошел именно из-за того, что я использовала тот стиль, который, в принципе, не хотели заказчики. Вот в чем дело. Потому что мне показалось, что вроде да, но вроде нет. Ну, в общем, я понадеялась на свое какое-то видение, на свой вкус. И в итоге, конечно же,
малышей нельзя спрашивать про дизайн. Я, конечно же, неправильно все истрактовала, неправильно все поняла. Ну, плюс, он же не клиент, правильно, правильно, правильно. А то клиенты тут любят появляться. Вот тогда еще эта дамочка появилась, которая из ниоткуда. Ты с ней так и не познакомился? Итак, как вам такая картина? Все заказчики переоделись в купальные костюмы и забились в ванную. Да, мы тут так и тусовались все несколько часов, которые я их пытала насчет того, какой у них дизайн, в общем, какой нужен им дизайн, они все время были здесь. И почему-то вот они все решили переодеться в купальные костюмы. Вот, как-то так. Да уж. Ну, в общем, долго мы тут морочились. Как видите, уже сколько получается? 4 часа дня. Обычно в это время Ханна уже свободна, она уже едет домой. Мы-то только-только все как-то узнали. У нас опять, кстати, начался дождь. Ханна испугалась этого грозы. Что мы выяснили? Мы выяснили, что им не нравится коричневый цвет, им не нравится серый цвет, им не нравятся дебаты, это очень важно, исследование дебаты, и им не нравится программирование. Вот как бы и все, что я смогла выяснить для кухни. Для кухни, блин, для кухни. Я не знаю, что мне делать с этой бедою. Кстати, если будет возможность, может расширить как-то это все дело. Ну, совсем такая масенькая штучечка, фигулинка, это не дело. Или убрать хотя бы окна, потому что, ну, окна. В общем, я пока не знаю, что я буду делать, но мне как-то нужно так сделать, чтобы всем все понравилось. Так что все, я переключаюсь, ну, я отправляю товарищей, делаю фотки и переключаюсь на режим строительства. Вот как раз-таки сейчас я попробую этот вариант, когда включать вот эти иконки, будут ли они работать, так как мне рассказали. Думаю, что будут, потому что это очень логично. Все, идите, идите, идите. Интересно, если Ханна покупается здесь, в море, или это не море, что это? Ну, короче, в водичке покупается, это будет плохо. Ничего они не уходят-то. Ладно, все, давайте встретимся в режиме строительства, а потом уже с разговорами после режима строительства.
Итак, возвращаемся к нашей Ханне. Мы будем заканчивать наш ремонт. Сейчас я вам покажу, что я наделала. Если вы невнимательно просмотрели все, что я только что вам показала. Но в любом случае надо немножечко сделать какую-то экскурсию. Так вот, Ханна, кстати, хорошо вписывается в окружение. Итак, во-первых, по поводу того, что включаются иконки и они работают, да. Если вы на них нажимаете, это происходит немножко долго, но они все-таки, да, выбирают то, что симам не нравится или нравится, и вам такая подборочка уже готовая, как бы дается. Это, конечно же, облегчает жизнь очень сильно. Почему я раньше об этом не догадалась? Спасибо большое, мои дорогие подписчики. Можете дальше писать какие-то ваши советы, которые облегчат жизнь, до которых я не очень догадалась. Еще раз большое спасибо. Так вот, у нас нельзя было коричневый цвет и серый цвет, поэтому все такое желто-оранжевое на самом деле, такое яркое. Мне показалось, что оно хорошо впишется в интерьер, потому что такой пляжный домик со всеми там деревяшками, плетеночками и всем прочим. Плюс я, конечно же, видите, сделала вообще всю комнату, потому что кухня еще маленькая, я подумала, что бессмысленно делать только вот эту часть, этот аппендикс, тем более, что до этого этот холодильник и раковины вообще были наружу, что очень странно, я их все-таки переместила сюда для удобства. В общем, надеюсь, им понравится. И повторюсь, я хочу сделать вообще без презентации, просто вот услышать вердикт и все, потому что я расстроена после того, что было в прошлой серии. Я это не переживу, честно, я так сильно переживаю за это все, как будто это моя профессия. В общем, вот такой вот кухонный у нас именно уголочек получился. Видите, я добавила здесь половинку, где можно готовить. Ну, кстати, и на вот этой поверхности тоже можно готовить. Я думаю, Сима спокойно будет. Раковину я сюда добавила, повесила тумбу, еще вот такие вот веселые тумбы поставила. Немножечко украшений. Отделила... Ой, сейчас. Еще раз. Отделила вот этот вот, ну, как бы, типа, такой зеленушечкой отделила, не знаю, как это назвать. В общем, здесь у нас холодильник и сервант с парадной, хотела сказать, мебели, но вообще-то посудой. Вот. Здесь же у нас, получается, спальня вот там вот находится, поэтому как-то сильно переграждать я решила, что не надо, поэтому я тут такую вот этажерочку прозрачную поставила, одну из моих любимых. Здесь, кстати, веселый шкафчик я поставила, потому что я вспомнила, что здесь есть еще закоулок, здесь ничего не стояло. Так, вот отдыхательная зона, у них не было телека, но я им... Ой, как-то высоковато, наверное, он висит. В общем, я им добавила телек и вот такую вот штуковину. Я не знаю, что-то оно как-то так все соединилось, и я решила, ну, пусть так будет. Вот эти махрушечки, кстати, тоже добавила. Они, конечно, я надеюсь, они не будут осыпаться. Вот, кстати, коврик, который никогда не использовала, но за счет того, что я выбрала цвета, он мне появился он у меня. В общем, вот такой вот у нас еще уголочек получился мягкий. Очень уж я люблю добавлять, да, вот эти... Вот это вот. Мне показалось, это будет вполне логичным. Здесь у нас вот такой вот веселенький. Это, по-моему, из паранормального. Или как-то там. В общем, недавнее дополнение. Очень крутой диван. И он как бы задал вообще тренд всему зальной зоны, так сказать, отдыхательной зоне. Потому что очень такой классный желтый цвет. И получается из того же, по-моему, набора, да, вот этот столик, а стульчики из последнего. Они такие более спокойные все-таки. Ну, за счет того, что здесь трое взрослых людей и один совсем малышок, я думаю, им достаточно будет, в принципе. В общем, вот такая вот получилась кухня, ремонт кухни, который плавно перетек в ремонт комнаты и вообще всего-всего. По деньгам я вместилась прям тютелька в тютельку, я даже там что-то продала, потому что уже не вмещалось. Но, в общем, я надеюсь, им понравится. Я прям скрещу пальцы, потому что что-то я как-то так перетрухнула меня после последнего раза. Я теперь так нервничаю, опять нервничаю. Кошмар какой. Это сюрпризовая игра. Ну, черт побери. Ладно, давайте приглашать и покончим с этим. Возьмем следующий заказ. Мне, кстати, тут, ну как мне, Хане звонят предыдущие заказчики и говорят о том, что они готовы еще раз, типа... Тут позвонил кто-то из прошлых заказчиков, которому не понравилось, и он, типа, сказал, что мне, конечно, не понравилось, но приходите еще. Как-то очень странно это было. Я пока не понимаю, можно ли так брать заказы или нет,
Не знаю, попробовать надо, потому что я не ответила на телефонный звонок, но если ответить, то что будет? Нам действительно назначат заказ или нет? У нас, кстати, тут... А еще я хотела попросить, потому что, смотрите, уже практически 8 часов вечера, а у нас заказ до 9, ну, то есть времени очень мало осталось, потому что они очень долго, в общем, куролесили, не уходили, потом Ханна долго что-то стояла, вообще ничего не делала, я ее даже перезапускала, сбрасывала. В общем, какой-то кошмар. Уже хочется, честно, домой, и все. Давай уже приглашай, потому что еще и гроза. Давайте, все, нет, спасибо, и... Так, пропускаем. Да, фух, все хорошо, нам даже, по-моему, 25,7 миллионов больше заплатили. Так, профессионально. Так, останься на участке. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут происходит. Так, давайте панель откроем. Репутация безупречная, продуктивность отличная. Кстати, у нас теперь есть шанс, кстати, после следующего заказа, если у нас все пройдет успешно, нас могут повысить, слушайте. Ну вот за счет одного заказа мы хорошенько так поднялись вообще. Фух, отлегло, все хорошо. Так, давайте следующий заказ будем искать, смотреть. 5 рекомендаций. Вот, видите, постоянный клиент, соседи по дому. Вот, соседи по дому, это в прошлый раз были, точно, ремонт комнаты. Слушайте, ну взять, не взять. Оплата всего 450, обалдеть. Нет, я хотела... Что я хотела? Я хотела, на самом деле, дополнительная комната. Нет. Вот. Ремонт Ой, библиотеку. Я хочу библиотеку. А это не общественный участок, да? Нет, это коммерческий участок. Давайте все-таки попробуем. Я обязательно запишу этот вариант, потому что в прошлый раз мне не удалось. У меня там и со съемками совсем проблемы были. В этот раз я все-таки все сниму. Давайте попробуем ремонт библиотеки сделать. И если не получится, то как бы вы увидите, что это все-таки... Я надеюсь, что это не только у меня, а у всех такая фигня. Все, давайте тогда встретимся в библиотеке. Итак, с возвращением. Нам предстоит перестройка, обустройство библиотеки. Большое дело, большой участок, общественный участок. Я не знаю, как это все пойдет, потому что в прошлый раз плохо было, я уже об этом говорила. Я стараюсь себя настраивать на что-то хорошее. И я вам хотела показать вот этот костюмчик. Я наконец-то нашла комбез, который дается при повышении дизайнера интерьеров. Короче, это карьерный карьерный комбез. Я в прошлый раз не нашла. Такой, типа, что нам дали, что нам дали? Вот такой вот нам комбезик дали. Мне безумно нравится, если честно он. Так вот, я опять, кстати, прошляпила один день. То есть я опять не заметила, что заказ был через день, и у нас был целый день. В общем, в квартире Ханны начался какой-то хаос. У нас там были уже во всех этих дырочках мыши, везде воняло, везде все капало. Я психанула и перевезла ее. Короче, она переехала в Бриджестер, что неожиданно, потому что что-то как-то все забыли про этот, мне кажется, город, никто туда не переезжает. И тут я вдруг вспомнила, там оказался более-менее подходящий домик небольшой. Я взяла туда, переехала. Я выпущу отдельным роликом, где я обустраиваю этот дом. Вот, денег было не очень много, поэтому он такой пустоватый. Но вот сейчас я еще заработаю денег, я продала все картины, я немножечко его доделаю. Но вернемся к нашей постройке. У нас уже есть открытая библиотека. Вот так вот она выглядит. Она такая темненькая, страшненькая, если честно. Она очень какая-то мрачная, мне кажется. Хотя вроде мебель такая ясная, светлая. Она, кстати, всего 5000. И я в этот раз решила вообще все перестроить. Вот вообще все снести. Ой, у нас, кстати, детская комната есть. Надо ее оставить, наверное. Я хочу все вообще перестроить, все переделать, то есть так масштабно. Я думаю, я очень надеюсь, что мне денег хватит на это делать. То есть я хочу все-таки ее светлой сделать. Светлой, просторной, более современной. Но что для меня не характерно. Компьютер здесь еще есть. Надо не забыть, в общем, детская комната, компьютеры надо вернуть. Я думаю, что они будут все-таки уместны. Я хочу еще камин поставить. А по-моему, вот это обязательно. Что-то там есть в библиотеке из обязательного. В общем, не хочу отделаться чисто таким декоративным ремонтом, то есть, типа, чуть-чуть мебель поменять. Я хочу все-таки так хорошенечко пройтись. Вот. И еще у нас вот нужно узнать клиента лучше. У нас есть вроде бы как клиент Ландграб, но его здесь нет. Может быть, он сейчас придет. Может быть, можно постучаться? Нет? Может, можно позвонить?
Ну ладно, сейчас подождем еще. Иди сюда, заходи. Так. Так, здравствуй. Вот он пришел. Так, клиент... В прошлый раз тоже так было. Клиент был. Давайте с вами знакомиться. Если мы не знакомы. Нет, мы не знакомы. Никуда не иди, иди сюда. Иди сюда обратно. Так, ему нравятся компьютеры. Он отвечает за этот заказ. Директор библиотеки, наверное. Че он пошел обратно? Так, давайте знакомиться. Мне так нравится этот комбез. Он так хорошо сочетается с кроссовочками, зато университетским. Так, мы познакомились. Он испуганный. Слушайте, ну вот в прошлый раз вот реально не было, только было обсуждать тенденции в декоре, но они ничего не давали. Вроде пока все идет хорошо. Видимо, в прошлый раз что-то было именно конкретно с конкретным заказом. Я надеюсь, что в этот раз мне повезет. Так, он что-то нам показывает. Ну, удобно, кстати, когда один клиент, потому что вот это вот разнообразие клиентов с этими всеми вкусами. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Богемный стиль. Текс, Мердекс. Надеюсь, он нам подскажет какой-то другой стиль и определенный цвет все-таки. Хотя теперь же я умею включать все эти иконки, чтобы они показывали, чтобы я не догадывалась самостоятельно, кто что значит. Вот, потому что мне подсказали. Спасибо еще раз. Так. Нет. Нет. Долго мы с тобой, видимо, будем тут стоять, рассказывать. Итак, мы пообщались с нашим клиентом и выяснили, что ему нравится фиолетовый цвет, ему не нравится желтый цвет, ему не нравится богемный стиль. Сейчас посмотрим точно, что это такое. И ему нравится живопись. То есть я думаю, что я сделаю все достаточно светлое дерево, светлые панели. Ну вот, все это будет светлым. И фиолетовый будет немножко в декоре, потому что сильно прям фиолетовую, конечно, я не хочу делать, честно признаться. Вот, я думаю, где-то вкраплять это все буду. То есть, скорее всего, буду использовать белый, светлое дерево, бежевое, фиолетовый и, возможно, оранжевый или зеленый. Ну, оранжевый и зеленый, я думаю, вот в таком сочетании и не использовать желтый буду. Потому что оранжевый и зеленый хорошо дополняют фиолетовый. Так что, вроде мы пообщались. Надеюсь, все будет хорошо. Все наладится. Прощайся с клиентом. Да, прощаюсь. Прощай, я ухожу, не буду мешать вам. Идите домой, расслабляйтесь, я сейчас все красивенько сделаю. Так, все, делаем фоточки. Правда, блин, а как первый, второй этаж, что делать? Сильно непонятно, что тут делать. Ладно, давайте уже встретимся в режиме строительства и после ремонта. Грандиозного большого ремонта.
Итак, большой ремонт закончен, библиотека обставлена по-новому. Я сделала все абсолютно не так, как я вам рассказывала в начале, но на это есть много причин, и давайте их обсудим. Во-первых, когда я зашла в режим строительства, мне сказали, что на втором этаже ничего нельзя делать. Я думала, что это такая условность, типа, ну, может быть, все-таки можно. Ой, нет. Нет, пауза. Так вот, я думала, что это условность, но нет, я здесь ничего не смогла удалить, ничего. Вот, поэтому я решила, что все-таки радикально сильно что-то менять не стоит, потому что оно все будет разное, некрасивое. Плюс меня ждал неожиданный сюрприз. Вот это покрытие на стенах не менялось, вообще не менялось. Я не знаю, с чем это связано. И поэтому пришлось под него опять-таки подстраиваться. При том, что в игровой комнате менялось, в туалете менялось, но здесь я не могла ничего поменять. А куда ты пошла? Нельзя играть, нельзя поболтать. Так, давайте сделаем экскурсию для того, чтобы понять, что здесь происходит. Нет, это долго. Так, заходим. Когда мы заходим, у нас здесь раньше был ресепшн, он, ну, типа, теперь есть, но его как бы нету. Мое любимое дерево гигантское. Так, сейчас мы немножечко отъедем. Вот, мы когда заходим, у нас здесь такая лаунж-зона, типа можно здесь посидеть, можно здесь позаниматься. Раз стеллажик, но я как бы сделала обратную штуку, чтобы посередине поставила книжные шкафы, а не по стенам. Ну и возле стен тоже есть. В общем, здесь много есть мест, где можно посидеть, вот такие вот уютные креслицы удобненькие, и где можно посидеть за столом, позаниматься. И как бы шкафы. Поворачиваемся и идем в игровую. Сейчас мы до нее дойдем. Мы до нее дошли. Я поставила вот этот шалашик, или как, в общем, палаточку детскую. Мне показалось, что она будет удачно здесь смотреться. Мне нравится, как она выглядит. Так, это все для детей, поиграться. Нам нужно что-то было для живописи. Я добавила вот здесь, можно поиграться по этот. Это, кстати, вот тоже для поделочек для детей. Мне кажется, очень даже симпатичненько получилось. Ну, то есть дети здесь много чем могут заниматься. Плюс туалет я расширила, потому что здесь было всего 2 туалета, теперь типа 4, но они такие более общественные. Просто так решила сделать это без какого-либо умысла, так сказать. Вот. В общем, не сделала светлее, хотя мне кажется, все-таки здесь светлее, симпатичнее. Ковры тоже. Не люблю в библиотеке ковры, потому что можно на пол сесть, если честно. Это с практической точки зрения, это правда удобно. Что-то какой-то слишком светлый, да, такой получился горшочек. Не очень. Ладно. Я потратила все деньги впритык, по сути. В общем, уложилась. Мне кажется, получилось достаточно симпатично. Я уже сделала фоточки, так что давайте говорим Ханне о том, чтобы приглашать. Слушайте, ну в прошлый раз действительно этого всего не было. Видимо, был какой-то глюк, в принципе, с самим заказом. В этот раз я сделаю с анонсом, я хочу посмотреть, как это вообще все происходит. Мне интересно, как он будет ходить, что он будет делать, что он будет говорить. Да, я хочу. Показ. Ну, давайте. Хвастаться предметами. Он будет этот глазки закрывать. Покажи клиенту проделанный ремонт. Там женщина бегает. Так, ну что? Они идут? Нет? Был красивый вход, тоже сделан симпатично, мне нравится. Интересно, я ничего желтого случайно не поставила? Я очень на это надеюсь. Они серьезно? Опять? А тут разве есть какой-то вход вообще? Что это такое? Почему они регулярно этим занимаются? Вот таким вот непонятно чем. Непонятно как. Он уже типа зашел. Он прошел сквозь двери, сквозь окна. В общем, ладно, пусть идет, хвастается предметами. При том, что нужно похвастаться, но почему-то пишется, что проверить. Ну, проверяет, показывай. Мы с тобой следим, дяденька. Куда он пошел? Вот это тут. Так, шкафчик ему вроде бы понравился. Он хочет пати на хате. Но нет, ты в библиотеке, ты должен принять библиотеку. Не надо думать о чем-то таком развлекательном, нужно... не развлекательном. Ну, такой смешной животик.
Так, она там что-то рассказывает, показывает, да, она там презентует, а он стоит просто так. Давай уже иди к нему. Но у него все какие-то празднования в голове. Он хочет на вечеринку. Он очень внимательный. Он опять пошел в этот шкаф? Нет. Он пошел в шахматы поиграть. Ну, хорошо. Итак, у меня тут уже высветило, что он готов. Да, вот он. В общем, вроде как ему понравилось. Я так и не поняла, если честно. Мы в основном с ним общались, и он не особо как-то вообще ходил тут, что-то смотрел. Он, на самом деле, даже в детскую не зашел. И в туалет тоже не зашел. Так чуть походил. Ну что, скрестили пальцы. И понравилось, не понравилось, и... ему понравилось, класс! Ну что, повышение, да, нет, нет. Yes, нас повысили, класс, все прошло удачно, кажется, клиент, классно, слушайте, останьтесь, пожалуйста, на участке, мы денег заработали, мы сейчас вернемся в наш дом, немножко мы вставляем. Да, класс, блин, опять новая одежда, надо будет ее найти. Вернись, пожалуйста. И дочитала. Ханна получает повышение до должности организатор быта, получает премию 900 симулеонов, новой одежды. Теперь она может находить более сложные проекты по дизайну. Куда же еще, блин, сложнее? Она уже спать хочет. Я собак сегодня очень рано разбудила. Так, у нас репутация безупречная, продуктивность так себе, потому что мы только начали. Итак, нам нужно выбрать новый заказ. У нас здесь опять комната, кухня, спальня, детская, шикарный ремонт гостиной. Кстати, за него хорошо платят. Может быть, дополнительная комната, ванная, 7000. Слушайте, давайте дополнительную комнату, ванную. Мне кажется, это интересно. В этом что-то есть. Кстати, это, похоже, дом многоэтажный. То есть нам надо будет где-то выверить эту ванну. Ну, давайте возьмем, посмотрим, что это будет из себя представлять. Так, у нас целых 4. Ну, отлично. Я считаю, идеальное следующее задание. Эта серия вышла очень даже удачной. Мы восстановили репутацию, мы даже заслужили повышение, чему я бесконечно рада. Я найду новую одежду, постараюсь Ханну переодеть, чтобы показать вам, что новенького, что интересненького. Ой, кстати, ей так нравится. Безупречный вкус, нравится декор. Красиво я сделала, красиво. Точнее, она всем понравилось. Я рада, что все так получилось, потому что, смотрите, какая она уверенная в себе, веселая. Конечно, я ее понимаю. Вот, напоминаю, что она переехала у нас из квартиры в дом. Можете увидеть в следующем видео. Я думаю, что я все-таки следующим выпущу этот ролик. Пойдем мы дообставляем наш дом, потому что там немножко пустовато, а сейчас мы подзаработали деньжат. И встретимся на следующем объекте в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.